Привет! Сегодня хочу отремонтировать парогенератор. И хочу, чтобы и вы увидели, какие проблемы бывают с этими аппаратами. Сегодня я открою аппарат, даже такой дорогой аппарат. Он идет вместе с столиком этим гладильным. Комплект такой большой идет. И стоит недешево. Как бы у него и утюг в комплекте, и швабра и все такое. И вот как он выглядит, этот аппарат. Он парогенератор. Парогенератор с доливом. Вот сюда заливается прямо во время работы, доливаешь сюда воду, не выключая его. Если в тех обыкновенных парогенераторах откручиваешь пробку, здесь, вот тут тоже есть пробка, но она уже считается как бы пробкой для сервиса. В тех аппаратах откручиваешь, пробка побольше имеет такое, есть допуск к ней, и откручиваешь, заливаешь, и во время работы, если закончилась вода у вас, то надо дать сначала аппарату остыть, потом открутить, залить и опять включить, нагреть. То тут проще все это сделано. Прямо сюда заливаем, там стоит насос, он качает, то что уходит, он наполняет. Там стоит зонд, и вот постоянно как бы так работает. Этот удобнее аппарат, но и дороже, естественно. И этот аппарат, если есть большие объемы такие, чтобы гладить или мыть, чтобы без остановки, то вот он. А если у вас квартира, то хватит и того SC2 или как его там есть. Есть еще этот аппарат, что с проточным нагревателем. Там тоже можно заливать во время работы. SC3, мне кажется, он называется. Вот такой. Тут смотрите, как щетка, сопло в комплект. И еще там в коробке куча, большая коробка, и там утюг, швабра, насадки разные, куча чего. И вот тут даже стоит это, видите? Подключаешь это к пистолету. Это можно мыть швы в ванной. Это для какой-то глубокой грязи, жира, где не достает четко, можно давлением просто смывать. Тут очень интересная проблема. Короче, у этого аппарата, когда он набирает нужное давление, он выключает тена и ждет следующей команды уже, когда упадет давление, он опять включает тена. И у этого аппарата чересчур большое давление почему-то скапливается. В этом срабатывает аж защитный клапан. Вот тут есть защитный клапан в этой пробке. И он срабатывает. Это значит, что там датчик по давлению, что-то с ним случилось. И сейчас мы откроем, посмотрим, что там внутри. Сначала откручиваем винтики. Снизу торкс на 20 и откручиваем их. Четыре винта. Удлинителем. Бойлер целый, потому что вот сейчас я открыл и вышло давление оттуда. Это значит, что он целый. Он раньше проработал, давно стоит, так что если бы была какая-то проблема, давление бы ушла. Вот весь парогенератор, вот этот клапан, что я говорю. И сейчас надо попробовать сделать так, чтобы он поднял давление. Тут есть магнитик.
оттуда он не имеет воду, а я залил так, вручную, из бутылки. Вот этот датчик уровня, он увидел воду и выключил все это. Ну, исправен, электронная часть исправна. Вот он датчик. Это датчик давления. Аппарат набирает давление. И тут два контакта. Это стоит на нем. И мембрана нажимает на это, щелкает, отключает аппарат. Разрывает цепь. И выключает аппарат. Вот это, ну как бы не полностью. Там один тен он всего лишь отключает этим. Там у него вот, если увидеть, посмотреть, есть на бойлере, есть, видите, сколько контактов? Раз, два, три, четыре, четыре. Тут получается, что есть один тен большой, маленький. Вот эти маленькие контакты постоянно работают. Только воткнул его в розетку, он уже работает, мне кажется. Там снизу стоит биметалл на него отдельно. Этот, второй тен, он работает через этот концевик. Мне кажется так. Вот так. Тоже кажется, вот этот провод красный идет на этот тен, видите? Вот он. Красный провод идет сюда, на этот. И через концевик срабатывает та штука. Вот как бы это так. И тут, короче, что было? Я открыл, снял это. И там внутри мембрана металлическая. И начал давить на это. Она мертвая такая, не двигается ничего. И уже начал его туда-сюда дергать. И он пошел. Вот он. Уже двигается мембрана, видите? Как поднимается эта штука. Ну, как бы датчик под замену. Но это тоже будет работать, я думаю. Сейчас надо поставить это обратно и попробовать запустить парогенератор, дать ему поработать и посмотрим, какой результат будет. Если будет окей, то просто поставим крышку на место и отпустим его. Нам надо, чтобы в системе было где-то 3-3,5 бара, вот так, не больше 3,5. А он поднимал такое давление, блин, что аж вырвало этот аксессуар отсюда, выходили, выдавливало их. Есть вот такой клей. Тут должен быть специальный клей, у меня простой резьбовой. Потому что этот резьбовой, если нагреть его, то он теряет свои свойства эти. Отклеивается, как говорится. Сейчас мы его закрутим на место и запустим, посмотрим. Если станет все нормально уже, то думаю, надо будет новый датчик только купить, поставить и все. Че, тест запускаем. Пускай работает. И вот он сейчас работает. Аппаратик. Все срабатывает. Вот сейчас он включился. Сейчас послушайте, как он сработает. Сейчас нагрев включился. Сейчас он отщелкает. Вот, все. Отщелкнул концевик. И вот тены уже выключились.
Чтобы собрать аппарат, надо его перевернуть. Лучше так. Можно и так, как мы сняли крышку, но лучше так. Там проблема только с этой. Возникают вопросы по теме этой. Пробки. По теме пробки. Вот так. Смотрите сюда. Вот это сюда. Это сюда. Это сюда. Шланг туда. Все имеет свое место. И сейчас ставим крышечку. Тут есть вот такое. Беремся. И одеваем ее. И в то же время следим за всем вокруг. Опа. Вот. Если у вас все как надо, то он станет сразу и легко. И закручиваем саморезы. Ну, это больше получилось как бы обзор изнутри, чем ремонт. Я думаю, что все поняли, в чем была причина. Короче, там давление пара превышало 3,5 бара. И поэтому был риск, чтобы что-то лопнуло. И все это из-за того, что был заклинивший датчик давления. Я его открутил, ослабил там пружину, то, что регулирует давление, и подергал его туда-сюда. Потом побрызгал туда чуть-чуть ВДшкой в него, чтобы он намочился всего этого в ВДшке. И он заработал. И уже как бы проблем не должно быть. Но если возникнет опять такая же проблема, надо поставить новый датчик. И все. Сейчас надо подождать, чтобы это погасло. И вот, все перестало моргать. Набрал давление. Вот оно. Все. Чуть-чуть поработали пистолетом, уже включилось. Опять набирает. Сейчас опять выключится. Вот она опять выключилась. Опять чуть-чуть поработал. Опять запустилась. И вот так он поддерживает это давление. Второй ТЭН включается как бы, чтобы быстрее набрать. Один работает постоянно. Он срабатывает только через биметалл, а второй через этот концевик. Вот и все. Вот как бы такой ремонт. Отличный ремонт. Дешевый опять. Но все равно, я думаю, надо поменять этот сенсор, давления. А то во время работы сработает этот клапан, и еще кто-то испугается. Вот так. Все, пока, удачи.